Привет, дорогие друзья! Честно вам сказать, я это видео снимать не хотел по одной причине. Я никогда не перебиваю бизнес другим людям. К тому же, если этот бизнес основан на разводе глупых людей, то в принципе, знаете, как дураки должны платить. Если дураки, заплатив 600 миллионов гривен, увидели годичный доступ к каким-то фотографиям с какого-то спутника, но фотографии так в конце и не увидели, а после этого продолжают нести десятки миллионов гривен, значит они должны за это платить. Но дело в том, что Сергей Притула взял в свой бизнес, а это бизнес, конечно же, Сергея Стерненко. И Сергей Стерненко, у него не держится язык во рту и постоянно изо рта выскакивает. Я предупреждал, я всегда заранее предупреждаю. Он не внял предупреждению, теперь прошу меня извинить. Теперь переходим четко к фактам. Итак, факты. В день обстрела Киева россиянами Притула и Стерненко начали собирать деньги на месть. Об этом сразу же начали распространять все это украинские СМИ. Сообщалось о том, что деньги собираются на украинские дроны камикадзе. И вот их спецификация. По ходу сбора средств Стерненко сообщал, что вот уже 40 миллионов, вот здесь уже почти, мы собрали уже столько-то миллионов. Также к этому присоединился некто Латчин. Информация про сбор распространялась по всем соцсетям, ее распространяли и средства массовой информации, в частности помогал распространять Детектор Медиа. Сбор на месть. В итоге собрали на месть 352 миллиона гривен. И сообщили, что на эти средства, вернее на 100 миллионов, будет закуплено 50 беспилотников. На что пойдут еще 252 миллиона, не сказали, но сообщили, что это нечто очень секретное. Я надеюсь, не спутник. Вот здесь уточнение, 252 миллиона собрали лишних, и они пойдут на смерть врагам. Итак, на 100 миллионов закуплено 50 дронов камикадзе. Что такое 100 миллионов гривен? Обменник мне говорит о том, что это 2 миллиона 706 тысяч гривен 825 долларов. Таким образом, цена одного дрона составляет 54 тысячи 120 долларов. Где были приобретены эти дроны, что о них известно? К сожалению, страница на Facebook этого дрона появилась в день сбора средств, что легко проверить. Для того, чтобы нам понять, соответствует ли эта цена реалиям и адекватная ли эта цена, надо с чем-то сравнить, потому что цену этого украинского беспилотника мы нигде не находим. Давайте сравним с американскими беспилотниками отличного качества. Итак, Switchblade 600. США законтрактовали для Украины партию дронов камикадзе на 2 миллиона долларов. Сколько стоили эти дроны? То есть вы уже поняли, США за свои средства отправили партию дронов камикадзе. Найти стоимость этих дронов не составляет никакого труда. Мы без труда находим, что Switchblade 600 стоит 10 тысяч долларов. Эту же цену мы встречаем во всех источниках, в американских, в украинских, в австралийских даже. Мы находим эту цену 10 тысяч долларов за американский беспилотник. Но может быть украинский беспилотник превосходит его по параметрам. Это очень просто проверить. Мы заходим на презентацию украинского беспилотника. Вы можете проделать то же самое. Вес 8 килограммов. Для того, чтобы понять, каков вес у Switchblade 600, надо зайти на официальный сайт. Что мы и делаем. Здесь мы видим вес 40 килограммов и здесь 15 килограммов и 31 килограмм. Для того, чтобы понять, сколько же он на самом деле весит, обращаемся к источникам. Ракетный американский дрон Switchblade разработан для армейских сил Соединенных Штатов Америки. Его модернизированная конструкция Switchblade 600, его, это имеется предыдущей конструкции, утяжеленный вариант 22,7 килограммов. 22,7 килограммов. Такой же вес мы встречаем и в других источниках. Общий вес 54 килограмма. Вес конкретно беспилотника 22,7 килограммов. То же самое мы встречаем и в украинских источниках. Пентагон закупит для Украины тяжелую версию дронов-убийц. 22 килограмма. При этом размах крыльев у украинца больше. Размах крыльев у украинского беспилотника 2,3 метра. У американца 1,4 метра. И при этом он весит больше, то есть он может брать больше груза. Грузом у беспилотника камикадзе
ну, конечно, является взрывчатка. Итак, сколько берет украинский беспилотник? Он поднимает 3 килограмма. Скромные 3 килограмма. О том, сколько поднимает американский беспилотник, который весит в 3 раза больше, информация разнится. Я читаю и про 10 килограммов, и про 15 килограммов. 15 килограммов я позволю себе поставить под сомнение, потому что у него вес практически 23 килограмма. При этом, с учетом того, что украинский беспилотник при весе 8 поднимает 3 килограмма, я вполне себе могу допустить то, что американский беспилотник может поднять 10 килограммов, то есть в 3 раза больше. Время в полете до 40 минут. Американец летает свыше 40 минут. Дальность полета украинского беспилотника составляет 30 километров. В некоторых источниках я читаю о том, что американский беспилотник может поражать цели на расстоянии до 90 километров. При этом сообщается, что он успевает за 20 минут улететь на 40 километров, а потом баражирует в воздухе еще 20 минут, ожидая удачного момента для атаки. В официальных тактико-технических характеристиках скромно заявлено 40 плюс километров. Далее, круизная скорость украинского беспилотника 70 километров в час. Но в чем-то же он должен быть лучше, правда? Ведь потому что он стоит в 5 раз дороже, чем американский аналог, который намного более продвинут. Итак, американский беспилотник имеет круизную скорость 70 миль в час и максимальную скорость 115 миль в час. Эта же скорость указана и в других источниках. То есть крейсерская составляет 112 километров в час, а максимальная 185 километров в час. Для тех, кто не понял, мили больше, чем километры. И поэтому 70 миль в час круизной скорости это 112 километров в час. Напоминаю, его украинский аналог 70 километров в час. Далее, метод запуска катапульта. Выглядит это вот таким вот образом. Бойцы должны установить вот такую вот штуковину, для того, чтобы с этой штуковины в лучших традициях авиамодельных клубов советского времени запустить этот беспилотник. Как запускается американский беспилотник? Он идет в коробке. В коробке лежит тубус, похожий на тубус от гранатомета. Уже в самой этой трубе находится беспилотник. Происходит это так. Устанавливается труба, стреляется беспилотник, крылья у него разворачиваются, и он летит к своей цели. Итак, что происходит? Почему беспилотник, который явно по всем тактико-техническим характеристикам превосходит украинский беспилотник, стоит в 5 раз дешевле? Вполне возможно, что украинская компания продемонстрировала какие-то выдающиеся достижения, и, возможно, этот беспилотник использовался где-то в районах боевых действий. Нет, американский беспилотник продемонстрировал себя с 2011 года. С 2011 года Switchblade побывал во всех горячих точках, в Афганистане, в Ираке, везде, где участвовала американская армия, и показал себя превосходно. Давайте разберемся с компанией, у которой закуплен беспилотник. По цене 54 тысячи долларов за штуку. Компания называется ТОВ, компания оборонных и радиоэлектронных технологий КОРТ. Находим эту компанию, находим ее директора, он же является ее учредителем, Кадачигов Вадим Эдуардович. Узнаем, что в 2018 году глава этой компании рассказал о бесполезности украинских беспилотников против российских систем ПВО. В эфире телеканала ICTV президент организации производителей вооружения, так его называют, Вадим Кадачигов, заявил, что украинские лучшие беспилотники бессильны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. С удивлением для себя я узнал, что Вадим Кадачигов еще в 2014 году устраивал концерты в Крыму, после этого стал вынужденным переселенцем. После этого Вадим Кадачигов, будучи в статусе безработного, пытался баллотироваться в Верховную Раду Украины. Дорогие украинцы, я Вадим Кадачигов. Я баллотируюсь в Верховную Раду. По правде говоря, когда я ознакомился с его биографией, я не поверил, что этот человек, это тот же человек, который возглавляет компанию, в которой приобретены дроны на 100 миллионов гривен. Но оказывается, что это таки он. И вот здесь вот он уже глава ассоциации виробників озброєння і військової техніки України. Какие же результаты
дает компания, у которой на 100 миллионов закупили дронов. Вот финансовая отчетность за 2020 год. Чистая прибыль минус 1 миллион 500 тысяч гривен, доход 100 гривен, активы 4 миллиона 410 гривен. Активы всей компании, производящей оружие, составляют 4 миллиона 400 тысяч гривен. Для того, чтобы вы понимали, насколько это адекватно, в соответствии с финансовой отчетностью ТОВ Краина игрышек, к примеру, их доход составил 170 миллионов гривен, а активы 255 миллионов гривен. Я даже догадываюсь, откуда в 2020 году взялась прибыль в 100 гривен. Возможно, удалось продать один беспилотник. Но главный вопрос. Почему именно этот человек и почему именно в этой компании были приобретены по неадекватной стоимости, давайте скажем так, по стоимости в 5 раз дороже крутейшего американского аналога 50 беспилотников. В нашей структуре начинали работу очень много волонтеров, сейчас очень известных волонтеров, которые имеют уже там собственные волонтерские движения, собственные фонды. Я думаю, это пояснять не надо. Надо пояснить другое. Сколько же на самом деле может стоить украинский дрон? Вот этот дрон, о котором мы рассказали. Давайте подумаем и сравним его со Switchblade 300, потому что Switchblade 600, стоит 10 тысяч долларов, но он явно круче. Поэтому давайте сравним с более ранней разработкой. Он реально легче, он поднимает меньше взрывчатки. Итак, Switchblade 600, мы уже говорили, стоит 10 тысяч долларов. Но сколько стоит его предшественник? NBC News сообщали о поставке этих дронов. И вот, пожалуйста, 6 тысяч долларов. Стоимость Switchblade 300 6 тысяч долларов. Это подтверждают очень многие источники, что стоимость его 6 тысяч долларов. Таким образом, я прихожу к выводу, что украинский дрон может стоить 1005. А таким образом мы приходим к выводу о том, я вам опять напомню, сколько было заплачено. Итак, 50 дронов Камикадзе за 100 миллионов гривен. 54 тысячи долларов за один украинский дрон. Таким образом, из 100 миллионов я могу предположить, что отмыто 90. У меня все. Пока.